Приветствую вас на акварельной зарядке. Предварительно что сделано? Значит, сначала провела линию горизонта. Больше мне тут, кстати, можно было и дорогу нарисовать. Провела только линию горизонта. Вы можете наметить себе и дорогу. Затем намочила бумагу с обеих сторон. Бумага у меня хлопок 300 грамм, среднее зерно. Намочила я ее примерно 10 минут назад. Вот поверхность бумаги уже, так кажется, сухой, но внутри в листе очень много воды. Погас референс. Угу. Ну что, можно начинать. Да? В главной роли в этом пейзаже, конечно, выступает небо. Для неба я буду выискивать теплые и холодные оттенки. Теплые — это которые освещены солнцем, да, что-то желтоватое надо найти. У меня это будет неаполитанское желтое. Если у вас нет неаполитанской желтой, берите сиену натуральную. Другая желтая даст вам зелень в тех местах, где встретится с оттенками синего. И получится уже не небо, а море. Доброе утро. Так, значит, неаполитанская желтая. С чем я ее возьму? С какими-то голубыми. У вас могут быть какие-то голубые, которые вам нравятся для неба. У меня это, сейчас вот отмою после вчерашних цветов. У меня это кобальт лазурный и цирулюм. Так. И вот если их смешать немного с неаполитанской желтой, вернее, примешать их к неаполитанской желтой, вот так я бы сказала, получится что-то такое, что пригодится для облаков. Значит, голубые, неаполитанская желтая, голубые и индотреновый синий. Вот можно взять ультрамарин, кстати сказать. Побоюсь, ладно. Возьму индотреновый синий. Индотреновый синий и сиена жженая смешаю. Вот получила какой-то такой оттенок серого. Быть ли этому серому синеватым или красноватым, вот зависит от пропорций. Так, ну что, начинаю. Значит, в левой руке у меня влажная тряпка. И абсолютно после каждого опускания кисточки в ведро с водой я делаю вот так. Ну что, поехали. Поехали на облака. Поехали. Значит, где вот эту неаполитанскую желтую свою наношу примерно в тех местах, вот где не самая уже освещенная часть облака, а вот та, что под ней. Естественно, что не надо делать пронзительно желтого, ничего. Так, вот верхний край этого смягчаю. Так, и внизу вот
тут еще отдельные облачка такие. Трым-тым-тым, пельмешки такие идут. Вот их можно пожелтеть, потому что от них мало что останется. Теперь вот тот, что я развела, индотреновый синий и сиену жженую, введу вот в нижнюю часть под то, что я сейчас сделала. Так, и смотрю, высоко я это все сделала. Ниже. Еще поинтенсивнее набираю индотреновый синий. Сиену жженую. Так, ну вот за оттеночком слежу, может, что-то сейчас голубого туда, голубее, посмотрим. Так, теперь можно взять голубые. У меня это цирулиум и кобальт лазурный. Так, и где-то участки вот открытого неба показать.
Где-то убираю резкую границу, где-то оставляю. Ближе к горизонту вот сделаю неаполитанскую желтую. Тряпку, кисточку отжимаю. И что-то ею делаю. Так, и вот эти малыши, значит, их тоже немножко снизу везде оттеню. Так, что-то можно еще добавить. Драматизму можно поддать еще, да? Как вот мы видим. Бумага, когда посветлеет, ой, вернее, все заговариваюсь. Когда бумага высохнет, она посветлеет. Поэтому можно усилиться, чтобы что-то осталось. Где усилиться? Вот здесь. Ну, где-то вот здесь вот большая туча отсюда, да? Так, ну, симпатично. Оставляю так, да? Вот здесь только, конечно, ежи вот эти.
Ну, тоже вариант. Пускай ежели. По всему рисунку надо посмотреть, где что получается. Вовремя подправить. Ну, нормально, да? Здесь неплохо получилось вроде бы. Так, теперь что? Теперь надо высушить, по сути дела, и делать дорогу. Можно не сушить, можно начать пониже. Нет, лучше высушить. Значит, сейчас высушу, чтобы оно ничего мне уже не мешало. 30 секунд фена. Так, ну вот высушила, а теперь логичным образом надо намочить. Так, намочить и опять подождать, чтобы подсохло. А для чего это делается? Ну, надеюсь, вы знаете. Если тем, кто не знает, совсем новеньким, пока бумага тут пропитывается, расскажу. Немного здесь еще намочу. Для чего же это все? Значит, просушка вот в середине процесса делается для того, чтобы вот уже следующий мой слой, который я сейчас буду делать, чтобы он не расплывался вместе с тем, ну, как бы не входил в взаимодействие с тем, что я буду делать вот следующим этапом. Намочила, вот для этого я высушила, чтобы краска схватилась, вот и в листе закрепилась. А намочила опять для того, чтобы у меня вот и мой новый слой имел возможность растекаться, вот быть мягким таким, как предыдущий. Но между собой вот первый и второй слой, чтобы они уже никак не взаимодействовали. Так, вот сейчас тут высохнет. Значит, я не нарисовала дорогу. Ну, просто как-то выпустила из вида, да, теперь мне придется делать ее по ходу пьесы, ну и ничего в этом страшного нет. Зелень наберу сама, не буду брать зеленой краски. Значит, вот к своей вот этой луже, из которой делала вот эти темные облака, она у меня тут на палитре такая серо-синяя. К ней добавлю что? Добавлю кадмий лимонный и буду смотреть, что с ней происходит. Ну, ничего интересного с ней не произошло. Добавляю синего, ну вот, который был везде. Синего и еще кадмия лимонного. И смешаю, еще смешаю. Ну, для дальнего плана, пожалуй, неплохо. А сюда ближе буду добавлять чего-то. Чего я буду добавлять? Ну, посмотрю, что я буду добавлять. Значит, всякие зеленые составляю из красного, желтого и синего. Значит, вот если здесь это в основе, ну, была-то там в этой луже и сиена жженая, то есть красный тоже присутствовал. Ну, начнем вот так вот. Успокаивать можно и вот сиеной жженой, и неаполитанской желтой.
Так, вот эти вот кустики, которые, ну, как бы стоят над горизонтом, да, как мне их сделать? Как мне их сделать, чтобы они... Ну, потом, наверное, следующим шагом. Так, сейчас пошла на горизонт, пройдусь по горизонту. Ух, какой кислотнейший. Ну вот я его проведу. Так, провела. И теперь он совершенно, конечно, непригодный. Мне надо... Что... Ну вот уже на бумаге смотрю, что мне надо этому фанту сделать. Мне надо сделать его темнее и спокойнее. Значит, набрала больше синего. И туда неаполитанскую желтую. Ну и вот он стал вроде как. Сейчас посмотрим. Ух, кислотная кислятина. Значит, добавлю сиенки. Сиена жженый. И вот здесь вот слева очень четкая линия по сухому прошлась. Значит, я отжатой кисточкой сниму тут резкость. Так, ну и постепенно дорога. Значит, так, чтобы вот эту башню-то показать, нужно что? Нужно взять, намешать что-то порозовее такое, да? Значит, сиена жженая, кадмий красный, неаполитанская желтая и немного синего. И не то. Значит, чутку немного розовый все-таки возьму. Вот в эту лужу. Так, и куда? Вот получился какой-то такой розово-коричневый. И я веду его вот сюда. Здесь смотрю, куда мне нужен этот. Значит, оставляю для дороги немного белого. Здесь вот так это идет земля распаханная сюда. Ну, с предварительным рисунком было бы, конечно, значительно легче. Но я его проворонила. Поэтому справлюсь без него. Так, и вот в зеленую лужу, которая мне осталась вот от этой, добавляю кадмия лимонного. Так, иду сюда, смотрю, тропинки надо оставить.
Так, сюда намешаю на передний план потемнее. Синий, сиена, кадмий лимонный. Возьму так пока. Так, ну и теперь дорога сама. Теперь лесочки. Значит, еще активнее дотреновый синий, сиена жженая, куда-то в зелень, зеленую лужу. Так, и отжала кисточку, в краску залезла. Так, и так, теперь посмотрю, вот здесь, наверное, можно облако. Здесь вот туча темная, да, тут все может быть потемнее, а вот здесь под светлым можно выбрать. Отжимаю кисточку вот так. И выбираю. Так, здесь тоже надо сделать
какие-то. Так, что осталось? Сегодня такой экспресс какой-то совсем, да? Экспресс. Значит, побольше сиены. Вот сюда. И сюда. Так, ну и теперь как детализация какая-то. Опять смешала синий, замешала вот в лужу на палитре синий и сиену жженую. Из них вот тут что-то на дорогу. Ну, даже не знаю, что сказать. Кажется, шедевр окончен. Да? Сегодня он занял меньше 40 минут. Но удовольствие 5 килограмм было в нем. Можно снять вот резкость еще на деревьях. Так, давайте проверим. Сейчас покажу слайд. Так, вот слайд наш. И вот картинка. Да чудо, как хорошо. Ладно, запись, хорошо, запись оставлю на какое-то время. Все, шедевр окончен. Выключу.